Всем привет! В интервью телеканалу Евроньюз президент Грузии Саломе Зурбашвили заявила, что основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой станет изменение позиции России по отношению к такому маленькому соседу, как Грузия. Политик добавила, что России необходимо признать, что отношения не могут строиться на принуждении. Грузинский лидер подытожила, сказав, что ожидают видеть четкие сигналы со стороны Москвы в этом направлении. Напомню, что с июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией. Поводом для этого стал случай во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия, когда российский делегат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента Грузии. Данный инцидент стал причиной для массовых протестов в Тбилиси. О каком именно принуждении идет речь, глава Грузии не пояснила. Между тем, Российская Федерация санкции в отношении Грузии не вводила. Поэтому об экономическом принуждении Грузии, которое имело место после предыдущих конфликтов с Москвой, речи быть не может. В связи с этим, похоже, что грузинская сторона до сих пор просто находится под впечатлением от помещения пятой точки российского депутата на рабочее место грузинского коллеги. Ведь, как ни странно, а именно в буквальном смысле давление мягкого места российского политика на атрибуты грузинской власти привело к последнему охлаждению отношений между государствами. Видимо, у грузинского лидера при одной только мысли о возобновлении связи с Россией перед глазами вновь и вновь возникает эта страшная картина. Думаю, что в любом случае для сближения странам необходимо сесть за стол переговоров. Однако во избежание ситуации, произошедшей в июле в Тбилиси, местом встречи нужно выбрать нейтральную территорию, чтобы возможная попытка кого-либо из участников занять чужое место международного конфликта уже не вызывала. Подписывайтесь на канал «Обо всем с юмором». Спасибо за внимание. Пока.